Так, друзья, у нас сегодня произошла техническая накладка. Записали вот с человеком интервью, забыли подключить микрофон. 45 минут хорошего интервью фактически пошли на смарку, потому что записались. Поэтому мы уже сейчас без звонков, просто кратко, потому что нам нужно показать всех людей. Мы никого абсолютно не вычеркиваем никогда из тех, кого мы записываем, поэтому просто кратко. Да. Как вас, во-первых, даете ли вы еще раз повторно право на запись и публикацию? Как вас звать, фамилия, имя, отчество? Эдуард Юрьевич. Вы проживали? Проживал в городе Макеевке Донецкой области. Значит, кратко о том, как вас забрали в военкомат. С работы позвонили и сказали, что я должен явиться в военкомат. Я в первый день не явился, так как должен был завтра идти на работу. Придя на работу, меня после обеда опять позвонили и сказали, что если я не пойду в военкомат, то вплоть от расчета до передачи дел в прокуратуру. Вы работали в охране? Я работал в охране. Вот, на предприятии лекарства Донбасса. И вам было 54 года в тот момент? Да, 54 года. Меня подменили, начальник охраны подменил меня и сказал, что пришел в военкомат. Я пошел в военкомат. Пока сменился, домой дошел, уже было темно. Пока глянул, уже темно, вызвал такси и поехал к военкомату. Придя в военкомат, представился, что я такой-то, такой-то, мне сказали, заходите, я говорю, у меня ноги больные, я говорю, ничего страшного, разберемся. Зайдя в военкомат, меня записали и отправили наверх в актовый зал, там, где люди сидели. Я поднялся в актовый зал, меня там еще раз записали, и сказали, ждите команду, как будет команда, спускайтесь вниз и садитесь в автобусы. Когда через какое-то время прозвучала команда спускаться в автобусы, я спустился в автобус. Сели в автобус и повезли нас на поселок Холодная Балка, там воинские склады. Придя туда, на склады, нас опять по списку проверили, как в автобус садились, записывали. Потом отправили нас на склады одеться. Мы прибыли в своей форме, гражданской. Нам сказали одеть военную форму, а гражданскую форму сложить сумку. Там переночевали на улице переодетыми. На следующий день я подошел и к руководству, там майор был, спросил, можно ли вещи позвонить, чтобы с дома приехали и передать вещи. Он сказал, конечно, забирайте. Звоните, вам же легче будет передвигаться. А куда, что, как там передвигаться, никто ничего в этом была свобода, да? Одни ребята рассказывают о том, что они поехали в своих вещах и поверх формы. Другие, вы, например, рассказываете, что вы сняли свои вещи и отдали их домой, а остались только в форме. Да, осталось только в форме. То есть, как мне сказали, говорят, вам будет легче передвигаться. Позвонил домой, я жену попросил, чтобы она подъехала, она приехала. Вы говорите, вы позвонили домой, а перед вами были, которые говорят, что со связью там были большие проблемы. У меня было нормально, так как у меня недалеко проживает. Это как? Вы свободно пользовались телефоном, звонили, или вам дали позвонить? Нет, я свободно звонил. Или, может быть, это еще не в том месте. Окей, хорошо, да. Позвонили, да, приехали. Позвонили, да, жена приехала, я передал ей гражданку свою, и остался в военной форме. Вечером, часов 9, наверное, нас вывезли. Приехали в Донецк, какую-то старую, бывшая дежурная пожарная часть. Она состояла из 3 этажей, нас разместили там на этажах. Там мы провели ночей 5 или 6, точно не могу сказать, потому что так как избился. Розетка там была, чтобы зарядить телефон, но так как людей сильно много было, периодически подзаряживали и выключали его, чтобы был в экономном режиме.
чтобы там... Вот это уже там проблема со связью начались. Ну да. Ну, вот, чтобы мы могли там на время посмотреть, вот, чтобы не сбиться с календаря, какой день недели. Вот. Потом дней через 5 или 6, вот точно не могу сказать, потому что уже сбился. Вот. Нас посадили в автобус и повезли на ЖД. Вот. Приехали на ЖД, там стояли, дизель поезд стоял. Ну и, собственно, этим поездом вас нас посадили туда, да. И мы поехали в направлении Иловайска. Прибыв в Иловайск, то же самое мы сделали, с одних путей перешли на другие. Вот. Там тоже сели в вагон, нам сказали, размещайтесь по 4 человека, ну, на купе. Ну, такой плоскостное купе, да, я имею в виду, и сюда 4 человека, и сюда, на эту сторону. Но потом, так как места не хватало, вот, нам сказали, давайте человек по 10, по 11, ну, на одной. Да, вот. Мы загрузились таким макаром и 2 суток ехали. 2 ночи точно переночевали. Вот, приехали, как нам сказали уже, помню, что вылезли, мост был, река, вот. Нам сказали, что мы прибыли в Херсонскую область. Причем, конечно, мы были удивлены, что прибыли так далеко. Ну, а вам говорили, что вы на какой-то парад или на марш, или на что, или как вам это объясняли? Нам сказали, вы едете, будете в тылу находиться, там будете обеспечивать как бы охрану дорог, если там надо. Так, будет. А по факту? А по факту мы приехали на передовую. Вот. Конечно, мы были очень удивлены, что таким макаром мы прибыли на передовую. Вот. Там мы просидели тоже дней 6 или 5, переночевали, морозы были, вот, оборудовали под забором. Как кормить? Вот. Кормили у нас, вообще вначале не кормили, потом, когда народ начал возмущаться, принесли какие-то сухпаи, вот, выдали по 2 сухпая на человека. Вот, и потому что мы там ночевали, не 5 или 6, хотя сухпаи были выданы на 2 дня, так если разобраться. С экономией 3-4 дня. Но мы там пробыли где-то 5 ночей, и 6, на 6-й, по-моему, уехали. Замерзли, очень холодно, воевать очень замерзли, пропитались кострами, так как у нас единственная цель была найти дрова и подбрасывать костер, чтобы не замерзнуть. Да. Там уже пытались себе чай кипятить и все остальное. С водой тоже напряжение было. Вот. Ходили, там просили местных населения, чтобы там со скважины с какой-то или с этого самого. Местное население, да. Доброжелательно, по-моему. Ну, ребята ходили, я не ходил. Так как у меня ноги больные, я... Про ноги, кстати, какая у вас должность была в армии? Мне вначале дали должности старшины роты. Старшины роты. Да. Это за обеспечение вы должны были отвечать? Да, за обеспечение. Но я, как говорится, мне было тяжело, холодно, ноги замерзали, а у меня проблема с суставами. Вот. Меня они начали крутить, болеть, и я начал... Ну, вы с женой разговаривали, да, она говорит, что вам уколы делали и все такое прочее. К сожалению, я говорю, запись не сохранилась. Ну и... Вот. И потом мне тогда сказали, что ну, давай-ка мы тебя, наверное, поменяем, поставим на должность фельдшера. Хотя я отношения к фельдшерскому делу никогда не имел. Вот. А к медицине вы вообще какое-то отношение? Никакого отношения не имел. То есть вы должны были лечить людей, предоставлять первую помощь, спасать, прямо скажем? Да. Не имея до этого никакой вообще подготовки? Никакого понятия даже в этом деле, в медицине. Ни образования не имел, ничего. Ну, я согласился, так как выбора больше не было. Вот. Но вы оповестили, что я не смогу ничего сделать, если в случае чего. А мне сказали, ничего страшного, что будут какие-то лекарства, значит поможем. Вот так. Лекарств, как говорится, не было никаких. Поскольку лекарств не было,
то ваша должность, она, То можно сказать, что пустая была. ну, как бы, Аннулирована. типа есть и есть. Окей, Да, фельдшер, есть и все, фельдшер, да. хорошо. Да. По штату, как говорится. Мгм. Вот. А потом, когда нас собрали к вечеру, вот это на 6-й, по-моему, день, Мгм. и погрузили в ДАФ длинномер, тентованный. Мгм. А вещи погрузили в КАМАЗы бортовые. Мгм. Сколько людей всего было примерно? Ну, в общей сложности нас где-то было больше сотни. Больше сотни. Мгм. Больше сотни. И повезли куда-то. Да. И повезли, да. Направление как раз темно было, мы не видели, куда, видели, что там мелькали деревья, все такое. Сколько мы ехали, ну, точно не могу сказать. Мгм. Может, 2 часа, может, 1,5 часа. Ну, точно не могу сказать. Знаешь, что неудобно было, так как Ну, час-два, я сидения понял. не было. Приехали, остановились, когда машины, мы вышли в какой-то деревушке. Остановка была, и вот выйдя с остановки, напротив там какое-то село было. Мгм. Вот, мы там остались, как говорится, заночевать. Нашли какой-то недостроенный дом, вот, там сказали, располагайтесь, хотя это нереально было, так как холодно было, заморозки, снежок срывался, вот. Кое-как до утра дожили, потом утром нас собрали, вот. Думали о чем-то, потом, как говорится, опять подъехал бортовой ДАФ, то есть не бортовой, а тентованный ДАФ и 2 КАМАЗа. И мы таким же шмакаром опять загрузили вещи и сели в ДАФ тентованный, не поехали. Но здесь мы уже ехали, наверное, тоже, наверное, так же самое. Около 1,5-2 часа. Ну и ближе к тому моменту, когда вас уже взяли в плен. Ну, приехали мы, получается, 12 числа, днем где-то, Марта. да. Мгм. Вот, выгрузились напротив школы, если я не ошибаюсь, там поинтересовались, как называется поселок, нам сказали вроде Белозирка. Белозерка, так это вы с этими ребятами были, с которыми вы Да. тоже да. вместе были? Да, мы все вместе ехали. Все, я понял. Ну, Мы все вместе ехали. Да, потом начался обстрел, выехал БТР, и Да. вы... И мы оказались в плену. Момент сдачи в плен. Когда мы стояли возле дороги, как бы обеспечивали движение безопасное, если колонна будет ехать, вот, чтобы без ДТП колонна спокойно могла пройти. Если наша задача была, что если будет навстречу ехать какой-то гражданский транспорт, надо было их только остановить, вот, чтобы колонна беспрепятственно проехала. Вот, ну, как говорится, мы простояли где-то до обеда. А уже, наверное, после обеда, это, наверное, часов. Нам школа была видна где-то на расстоянии, метров 300. Ну, я понял. Вот. Потом начался обстрел. Потом начался обстрел. Когда начался обстрел, мы увидели, что в школу пролетел, как говорится, гостиниц, и пошел дым. Вот. Мы, конечно, встревожились, что такое, откуда, что, как, если мы должны быть, допустим, в тылу, а тут мы оказываемся на передовой. Вот. Прислонившись к забору, там, возле сарая, усевшись, мы начали просто слушать, что и, откуда обстрел идет, с какой стороны, потому что начали раздаваться автоматные очереди, там то одиночные, то автоматические. Вот. Чтобы определить, что происходит, как бы мы вдвоем встали, вот, и стоим, слушаем. Потом мы услышали сзади звук двигателя. Повернулись, увидели, в спину заехал БТР. Вот. Мы сначала не поняли, кто там на броне находится. Видим, какие-то вооруженные люди.
Вот, когда присмотрелись, то оказывается ВСУ. Ну, бойцы и, ВСУ. и что, вы подняли как-то свое оружие, наверное, наставили? Нет, они крикнули лягаты мордой в землю, вот, оружие в сторону, и мы послушались, оружие бросили, лягли, вот. То есть Потом они... не сильно вам хотелось воевать, я так понимаю? Конечно, не хотелось. Хорошо, странно немного, я уже знаю ваши ответы наперед. Ну, все-таки ваше отношение к референдуму, которое было, еще раз расскажите. Мое отношение такое, что референдум был, как говорится, люди были одни за, одни против. Ну, как говорится, большинство, многие были как зомбированы этим. Вот. А некоторые не отдавали приказ, ну, отчет своим мыслям. Типа, что делает большинство. Ну, есть такой эффект толпы. Вот. Эффект толпы. Некоторые люди чувствуют себя в этой толпе чем-то значимым и как бы идут и делают то, что делает толпа, да. И от чего вас, ну я знаю уже, что вы не голосовали на этом референдуме, более того, я так понимаю, что вы говорили, чем это закончится? Когда люди радовались и хлопали, я говорил, если начнутся боевые действия какие-то, ну, междоусобица какая-то, это ни к чему хорошему не приведет. Что это может и экономика рухнуть, и, в общем, не может это долго продолжаться. Хорошее, ну, я имею в виду, в стиле хорошего чего-то. Так оно со временем и оказалось. От чего вас освободил русский мир? От работы. Была у меня работа, до войны работал. Можете конкретно на какой компании? Работал в фирме, сейчас минутку, вылетел из головы. Ну, Скания вы вроде бы говорили. Охраняли территорию Скании. Это шведская компания. Да. Вот. Хозяева шведы были, а мы работали по найму для обеспечения порядка и сохранности имущества там. Да. И на какой улице у вас находится? Это Скания или где это конкретно предприятие было, находилось? Оно находится над дорогой, как ехать из Донецка в Макеевку. Угу. И Она там... прям над дорогой находится. Угу. Вот. Все, вы охраняли, у вас была какая-то зарплата, какое-то обеспечение? Да, обеспечение было, да, мы выполняли свою задачу, нам да. за это, как говорится, оплачивали. Да, дальше, 14 год, пришел русский мир, крепкий хозяйственник. Что, в с чем один он к вам прекрасный пришел? день мы работали, вот, работников отправили в бесплатный, ну, так как начались боевые действия, вроде машины не стали приезжать на ремонт и все остальное. Ну и руководство решило, как говорится, личный состав предприятия отправить в отпуск бесплатный, пока все не прекратится. Да. Осталась только охрана. Мы продолжали обеспечивать охрану предприятия, вот, территории и все остальное. В один прекрасный день приехали представители, как они сказали, с Востока, вот, на предприятие, сказали еще, предприятие у вас не работает, оно должно работать. Где ваше руководство? Я сказал, что руководство все в отпуске. Но если надо, я могу связаться, как говорится, и предоставить им возможность пообщаться. Они потребовали, да, чтобы им дал телефоны, вот, на руководство. Мы дали руководству телефоны, вернее, я дал, так как я был там старшим. Угу. Вот. Значит, начальник смены были, получается, да? Я был тогда начальник группы охраны. Угу. Вот, потому что фирма у нас была киевская, вот, предприятие, охрана ООО, вот сейчас крутится. Да это не существенно. Ну ладно. Форта. ООО Форта. Компания была. Вот. Ну и они позвонили туда начальству. Ну, они, руководство, директора там, общались с ним, потом сказали нам, что
часа через 2, наверное, сказали, что извините, мы в ваших услугах больше не нуждаемся. Ваших? Да. Просьба покинуть территорию. Вот. И все остальное. Ну и вы покинули территорию? Нам пришлось покинуть. Так как я вначале как бы начал возмущаться, мол, а почему так? Мы сами будем охранять. Я говорю, ну давайте вместе будем охранять. Вы, пока мне не сказали, что сейчас достану пистолет, придется выстрелить вверх, раз вы меня не понимаете. Понял их намерение. Я прекратил дискуссию. Ну, я понял. Ну, опережая все вопросы и ответы, по поводу, и которые могут в комментариях посыпаться по поводу того, что вы не знали, куда едете, вы, то есть, это уже объясняли, что вас привезли, а потом, как бы, ну, телефон у вас был, но, я так понимаю, по этому телефону вам никто не рассказывал и не объяснял, что вы едете именно на войну. Конечно, не знаю. Тем более, когда мы выехали с Иловайска, у нас потом пропала связь. А мы, как я понял, ехали через Крым. То есть вы все это время думали, что вы едете куда-то там в Крым? То ли, может быть, там на какие-то учения, в какой-то еще что-то там кого-то прикрывать выехали. Угу. Хорошо, а какое ваше отношение вообще к этой войне? Зачем, какая ее цель? Как вы оцениваете действия там Российской Федерации вообще и так далее? Отрицательно. Я понимаю, цель какая? Ихняя цель. Да. Ну, а у них своя цель, я не знаю. Но когда вот это произошло, что нас, как говорится, неотчесанных, необученных, когда-то, да, я держал, когда в армии служил автомат, это было давно, более 30 лет назад. Выглядите вы как человек, которому в ВСУ служить не предложишь. Вот так как-то объясню. Ну, так я же зашел, говорю, я когда лет 30 назад держал автомат в руках. Так это было сколько, 30 лет назад? А 30 лет это, по-моему, довольно-таки большой, больше половины. Большая часть из тех, с кем я общаюсь, не достигли даже 22 лет. Даже такие были люди, которые едва исполнилось 18 лет. Они попали под эту от 18 до 55 лет. Я понял. Ну, хорошо. Ну, они признали ЛНР, ДНР. Шут с ним. Я уже утомился даже все эти приставки говорить. Признали. Зашли, охраняют. Ну, Россия зашла, охраняет ДНР, ЛНР. Дальше что? Причем здесь Харьков, Херсон и все остальное? Не знаю. Причем, ну, мы, видите, в итоге оказались в Херсонской области. Чем россияне или те, кто идут под российским флагом на эту войну, отличаются от фашистов во время Второй мировой? Ничем. Что вы можете передать тем, кого там мобилизирует? Я хочу передать, чтобы они не стремились идти в военкомат. Если бы я знал, что такое дело, я бы лучше не пошел в военкомат. Вот, потому что повезли, не объяснив, куда, для чего, даже хотя бы проинструктировали, чтобы мы хотя бы знали, какую задачу будем выполнять. Но если бы вас проинструктировали, может быть, вы и не поехали бы? Конечно, бы не поехали. Ну, нелогичные вещи говорите. Но, понимаете, дело в том, что я вообще не знал, я же говорю, что куда еду, что у каждого были свои мысли. Одни говорили, типа сборов каких-то вывезут на какой-то полигон, вроде там потренируются. Я, во-первых, прошу прощения за эту перезапись, да, во-вторых, в принципе, уже поговорили, чтобы ваша там жена, дочка, мы с ними разговаривали, чтобы они понимали, что вот, мы обещали, что будет опубликовано видео, оно опубликовано. Последний вопрос. Вас в Украину бросили как кого? Как мясо. У меня вопрос для зрителей, кто будет смотреть. Эдуард Юрьевич поговорил со своей дочкой, поговорил с супругой, без записи. Мы обещали действительно опубликовать, поэтому перезаписываем. Вопрос следующего характера. То, что мы делаем как журналисты, вот это наша гуманитарная миссия, это нужно делать или нет? Я думаю, да. Я думаю, что это надо, чтобы люди понимали, чтобы не оставались, как говорится, за занавесью, в непонятии, куда, что, как, что происходит. Ну, мы надеемся, что люди распространят и посмотрят. Не забывайте делиться видео, не забывайте комментировать, пишите свои мысли. Старайтесь не материться, конечно, в комментариях. Тогда не будет глупого вопроса, кто их удаляет. Потому что мы, например, их не удаляем, а YouTube просто чистит все комментарии, которые ему не нравятся. Подчас YouTube чистит даже те комментарии, объяснить логику как бы чистки которых невозможно. Ну, ладно, окей, спасибо вам.